Здравствуйте, друзья! Канал Masters of Body снова с вами. И сегодня мы продолжаем выпуск о женщинах, посвященный женщинам и конкретно женским тренировкам. Сегодня у нас вторая тренировка. Первую, как вы помните, мы проработали больше ноги, немножко зацепили грудь, руки. Сегодня мы уделим больше внимания спине, немного будут участвовать плечи. Также не обойдем внимание ягодичную мышцу, ибо это вопрос, который задают больше всего женщины, которые животрепещущие и одной тренировки в неделю мало. Также будет участвовать пресс, ну и еще кое-что, что вы дальше и увидите. Начинаем мы, как всегда, с разминки. Обязательно разминаем плечи, локти, кисти, так как сегодня будем работать с тяговыми упражнениями. Потом обязательно будет разминка поясничного отдела, ну и так далее, на ваше усмотрение. Не пренебрегаем разминкой ни в единой тренировке. И первое упражнение сегодняшней тренировки – это гиперэкстензия плюс мертвая тяга. Начинаем, как всегда, с гиперэкстензии, потом переходим к свободному весу. Особенность этого сета в том, что 3 подхода, которые мы выполним, именно мертвой тяги, будут выполнены в разных стойках. В средней, максимально удобной, потом узкой, смещаем акценты, и последний, самый сложный, будет в широкой. Итак, смотрим. Так, друзья, как я и сказал, вторая попытка, второй подход мы выполняем в узкой стойке. Мы смещаем акцент на наружную часть бедра, ягодичной мышцы, а спина продолжает у нас участвовать, работают как и столбы. И обратите внимание, Марго хорошо раскрывает плечи, то есть верхний массив спины тоже приводится в тонус. Это очень полезно для женщин, для осанки. Очень важный момент, потому что многие сутулятся, и потом это входит в привычку, что не красит вашу фигуру. Обязательно. И, как мы уже говорили, таких будет 3 подхода по 12 повторений каждого упражнения. И третий подход. После выполненной гиперэкстензии, как мы уже сказали, 12 повторений. Выполняем тягу в широкой стойке. Смещаем акцент на внутреннюю поверхность бедра, но про спину не забываем, лопатки работают активно и поясничный отдел постоянно в прогибе, постоянно в тонусе. Колени не гуляют, квадрицепсы не участвуют. Второй суперсет сегодняшней программы начинается с подъемов гантелей в стороны, в наклоне. Для чего? Задняя дельта – это тот пучок именно плеча, который у многих отстает. Он нам нужен для красоты, для женской, чтобы плечики были кругленькие, но при этом не огромные. Вот. Плюс обратите внимание на верхний массив спины. Он хорошо включается в работу, то есть обеспечивая тем самым детализацию, что очень важно для женской фигуры. То есть огромной массы на спине не будет, но красивые детальки, проработанная спина вам обеспечена.
И вторая половина сета, конечно же, тяга вертикального блока. В этом упражнении обращаем внимание на лопатки. То есть мы тянем не руками, а работают лопаточки. Внизу они приводятся к центру, точечки сокращаются, и вверх они растягиваются. Локтевые суставы при этом не выпячиваются вовнутрь, они сдержаны, чтобы не утомить раньше времени бицепс, а лопатка работает. Тем самым после предыдущего упражнения в наклоне обеспечиваем декомпрессию позвоночника, растягиваемся, и хорошее глубокое дыхание, амплитуда позволяет. Итак, выполнив второй подход с гантелями, переходим ко второму подходу вертикальной тяги. Обратите внимание, мы рекомендуем иногда менять рукоятки. Не привязывайтесь к одному рычагу. Для чего это надо? Для разнообразия. Разнообразие дает нам красоту. Обратите внимание, даже видно сейчас на видео, как немного по-другому включаются широчайшие мышцы спины. То есть задача для женщины в первую очередь не огромная спина, а красивая. Для этого, для детализации, даем немного разнообразия. Можно менять рукоятку от тренировки к тренировке, можно от подхода к подходу. И третий подход. Выбираем третий вариант рукояти. Она немножко поуже, поэтому точка нижняя будет немного ниже. Вот. Смещаем опять акцент. Ну, как мы уже сказали, каждый выбирает для себя удобную, и не забываем о разнообразии. Таких подходов у нас будет выполнено 4. И как подъемы гантелей в стороны, так и вертикальная тяга. Выполняем по 15 повторений. Делаем очень медленно, как я еще раз сказал. Хорошая детализация. Работаем на количество. И суммарный объем, то есть 30 повторений, способствует женщинам для сжигания лишних калорий. Что немаловажно, о чем все просят, как похудеть к лету и вообще. Поэтому 30 раз это хорошее количество повторений, развивает силовую выносливость и сжигает ненужные калории. Третий суперсет в нашей программе для женщин начинается с тяги нижнего блока в кроссовере. Здесь, почему именно используем нижний блок в кроссовере, очень хорошая, большая, длинная амплитуда. Она гораздо больше, чем в положении сидя. Потом, также продолжает работать верхний массив, а именно задние дельты. Также пассивно прокачиваются женские ручки, то есть бицепсы. То есть это позволяет относительно небольшим весом проработать большое-большое количество деталей, что способствует улучшению женской красоты. Второе упражнение в этом суперсете – это подъем ног в висе. Во-первых, при опускании ног мы даем декомпрессию позвоночника, который получила нагрузку, ваш позвоночник, в предыдущих упражнениях и со штангой, и на нижнем блоке. Естественно, подключаем пресс, какая женская фигура без пресса. И выполнив это упражнение, статикой этот пресс повернем. После того, как вы проработали мышцы брюшного пресса в динамике, теперь мы добавляем статики. Это очень хорошо способствует укреплению живота, подтягиванию его, но при этом мы сейчас не забудем дать поясничному отделу растяжку. Сейчас вам Марго покажет как. Изначально выходим в положение статическое на ровных руках. Стоим также, к примеру, полминуты, и потом положением, как бы фигура из йоги, собакой мордой вниз, добавляем небольшую растяжку поясничному отделу. Такая растяжка поможет вашей спине сохранить гибкость и придаст здоровье поясничному отделу, несмотря на все нагрузки, которые мы даем с отягощениями. Итак, выполнив предыдущих упражнений 4 подхода по 15 раз, переходим к бонусному упражнению сегодняшней программы. Называется оно очень ласково «Цапля». Это упражнение, как вы видите, хорошо влияет на осанку. У нас очень красивая прогнутая спинка. Также продолжает подгружать заднюю поверхность бедра. И, как вы видите, в изгибе тазобедренного сустава ягодичная мышца не остается пассивной, а работает. Плюс
Благодаря динамическому перемещению по залу вы задействуете много стабилизаторов, что также способствует и сжиганию калорий, и повышению выносливости, и общефизическому состоянию и настроению. После выполненных предыдущих упражнений спортсменка устала, поэтому этого упражнения выполняем 2 подхода по 16-20 повторений, то есть по 8 или по 10 наклонов на каждую ногу. Этого будет вполне достаточно, чтобы подытожить проделанную работу и перейти к следующему упражнению. И завершающий суперсет, 3 сет нашей программы, начинается с упражнения «Доброе утро», которое также продолжает нагружать вашу красивую спину, слегка подключает заднюю поверхность бедра и ягодичную. Вот. А потом у нас будут упражнения на скамье. Обратите внимание, задача именно в этом упражнении не просто наклониться вперед, а максимально увести таз назад и минимально при этом затронуть квадрицепсы. То есть тазобедренный сустав в работе, подбородок смотрит вверх, спинка ровная. Делаем очень плавно, вдох-выдох. Таких сетов будет 3 по 12 повторений. Так как в упражнении со штангой спина получила хорошую нагрузку, разгрузку делаем лежа. Выполняем упражнение пулловер. Обратите внимание, ноги стоят на краешке скамейки, обеспечивая тем самым удобное положение для спины. Теперь очень важный момент, когда мы тянемся назад, мы не выламываем плечи, а вот смотрите, да, Маргарита работает торсом. Растягиваются ребра, межреберные мышцы. А при возвращении груза в исходное положение подключаются мышцы живота и прижимается поясничный отдел. Таким образом мы разгружаем ранее уставшую поясницу, растягиваем мышцы широчайшие, межреберные, которые также получают мышцы пресса, и хорошо дышим. Это движение с его амплитудой обеспечивает хорошее глубокое дыхание, своего рода пассивный отдых, вернее активный отдых, прошу прощения. И продолжая, не вставая со скамеечки, прорабатываем пресс, который предварительно мы утомили, и делаем концентрированный экранчик. В чем смысл? Угол в тазобедренном суставе 90 градусов, угол в колене 90 градусов. И задача во время скручивания не давать ногам гулять вперед-назад, вправо-влево. Таких упражнений можно выполнить большое количество. В принципе, от 30 и больше. Это уже зависит от вашей физической кондиции. Вот. Оно позволит, нагружая пресс, также разгрузить спину и перейти ко второму и к третьему подходу этого завершающего 3 сета. И заканчиваем мы сегодняшнюю тренировку проработкой мышц шеи. Выполняем очень-очень медленно, глубоко дышим. Кто-то может возразить по поводу амплитуды, но помним, движения естественные, природные, те, которые мы выполняем в жизни. Опускаем голову, смотрим в небо. Вес дополнительный не берем. Также это замедляет процесс старения зоны декольте. И в отличие от многих мифов, что женщине это не надо, женщина не борец, на самом деле очень даже хорошо помогает избежать лишнего похода к косметологу. В первой фазе упражнения мы лежали на спине, прорабатывали мышцы шеи передние. Теперь выполняем антагонисты, которые сзади. Эти 2 движения являются самыми природными, поэтому мы начинаем именно с них. Выполняем по 15-20 повторений, но это индивидуально, можно начать с малого. Таких будет в конце у вас 1 или 2 круга, то же самое, по желанию, по вашим ощущениям. Теперь прорабатываем боковые мышцы. Умеренная амплитуда, аккуратненько, по ощущениям. Главное во время такой зарядки для шеи избегайте резких движений. Шейные позвонки этого не любят. Теперь обратите внимание, ноги. Колени у нас слегка впереди, пятки чуть-чуть сзади. Это обеспечивает равновесие. Плюс одной рукой Маргарита держится за скамью, что обеспечивает равновесие. Выполнив 10-15 повторений одну сторону, аккуратно, медленно встаем и выполняем зеркальное отображение на вторую сторону.
последнее, вполне природное движение, поворот головы. Делаем его слегка на весу, можно больше свесить голову, можно меньше, это индивидуально. Еще один момент. Могут многие возразить по поводу пользы или вреда этих упражнений. Во-первых, доктора, которые занимаются ЛФК. Мы не занимаемся ЛФК, мы подразумеваем, что человек изначально здоров, и мы делаем эту зарядку для того, чтобы в бытовых условиях не возникло проблем, чтобы мышцы шеи были в тонусе. Если же у человека уже в шейном отделе есть протрузия или грыжа, это совсем другая история, это уже работа медицинских докторов, медицинских учреждений. Мы сюда, как говорится, не лезем, это не наша стезя. Вот. Если человек нормально себя чувствует, попробовав такую зарядку, сам принимает для себя решение, сколько раз в неделю делать таких кругов. Итак, друзья, после основной силовой тренировки мы рекомендуем нашим дорогим женщинам и девушкам немножко порастягиваться. Примеры таких растяжек вы можете увидеть в наших предыдущих выпусках. Это необходимо для вашего здоровья, потому что гибкость – это такой же фактор здоровья, как и мышечный тонус. Поэтому не пренебрегаем и обязательно растягиваемся. С вами была, как всегда, команда Masters of Body. Андрей, Маргарита, я, наш оператор Дмитрий. Мы желаем вам здоровья. Мы благодарим клуб Orange за сотрудничество. И до новых встреч!